В новую неделю вперед и с песней. Да, и этим утром у нас в гостях певица с репертуаром на индийском языке. Светлана Агарвал. Светлана, доброе утро. Доброе утро, дорогие телеведущие. Спасибо большое. Светлана, вот что хотела спросить. Вы выпустили новое видео про короля индийского диска. Расскажите немножко о нем. Да, я была счастлива познакомиться с замечательным человеком, талантливым музыкантом, королем индийского диска Баппи Лахири. С ним мы записали дуэтную песню. Я была в Индии, у нас была пресс-конференция. Мы в своем сотрудничестве успели записать 2 песни. Он же является автором, и он же является героем в одной из песен. Джимми Бабу – это он же. Да ладно, серьезно? То есть вот тот самый король диска, это... Да, это его песня «Джимми Аджа». Да. И- Джимми. Да, Гуруки на Калюки. Все Кстати, знают. он лично меня благословил на исполнение этих песен, потому что ему понравилась именно моя подача. И вот это вот белорусско-индийский, получается, симбиоз. Здорово. Интересно. И он хотел со мной провести концерт совместный. Но, к сожалению, в феврале месяце он ушел из жизни. Да, его не Очень стало, к сожалению. жаль, Это да. большая утрата для индийской эстрады и для индийского кино в том числе, Да. безусловно. Ну, жизнь продолжается. Сегодня же 29 августа, и лето заканчивается этого года. Как оно запомнилось вам? Это лето запомнилось мне тем, что у меня очень много было телевизионных проектов. Это раз. Я выпустила несколько песен, поэтому, в принципе, я в работе, и мне это нравится, это моя жизнь. Может, какие-то ближайшие концерты где-то в Беларуси, где можно было бы вас увидеть? Так как у нас с Баппи Лахири был план записать полноценный клип на песню «Джимми Бабу» в марте месяце, но так как его не стало, я выпустила видеоряд, в котором показано наше сотрудничество, наша работа. Кто знал тогда, что это наша последняя с ним встреча? Вот. И поэтому я поеду в Индию и продолжу все-таки съемки клипа, но немножко в другом уже амплуа. Ну, я так понимаю, что вы живете вообще на 2 страны. Да, у меня даже есть индийский паспорт, вид на жительство. Да, я имею право там покупать недвижимость, я имею право там работать, но не имею права выбирать только президента. Ага, вот таким образом, да? Хорошо. А что мотивирует вообще вас на то, чтобы вот заниматься именно этим творчеством? Ну, как-то вот я не встречала у нас певиц, которые поют на индийском языке. Верочка, меня мотивирует все. Даже чашечка кофе утречка. Я знаю, причем не просто чашечка кофе с молоком, а еще и кусочек сыра, да? Обязательно, Да. обязательно. Дело в том, что мотивация исходит у меня лично изнутри. Мне нужно обязательно чем-то заниматься. А творчество для меня, особенно музыкальное поприще, это для меня просто моя стихия, та тарелка, в которой я варюсь, и хочу вариться, и буду вариться. Я вот не знаю, откуда столько энергии все-таки у вас, Светлана? Дело в том, что вот насколько я вот знаком с людьми, которые побывали в Индии, обычно они после приезда оттуда становятся веганами, да, или вегетарианцами. Вы, я знаю, что... Ловит какой-то дзен, да? Да. Вы, я знаю, что вроде всеядные, да? То есть, ну, там, мясо, рыба... вы Да, тоже я вот- кусочек вкусненького мяса с удовольствием скушаю. Я просто мясо не очень люблю изначально. И это с самого детства. Поэтому вегетарианская еда для меня нормально. Кстати, в семье у мужа Да, кстати, напомним, расскажем зрителям, что муж индус из Индии. Индии, Да. Да. муж из Индии, поэтому, наверное, так меня и понесло в это индийское, белорусско-индийское творчество. В общем-то, и меня, кстати, внесли во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Выдающиеся мировые исполнители». Ничего Да, себе. за внесенный вклад в развитие 2 культур – Индии и Беларуси. Так что я являюсь даже, можно так сказать, курьером между 2 странами, курьером именно культуры, музыки через песни на хинди. Кстати, на хинди я разговариваю. Да ладно? Да, я понимаю, без переводчика. Вы можете иметь уникальный случай передать сейчас нашим индийским товарищам, которые сейчас находятся в Беларуси, привет. Сабхи ко мера намасте, прия бхайо ор бехено. А теперь переведите, потому что я аж замерла. Да. Переведите нам. Я просто сказала намасте. Привет, мои дорогие братья и сестры. И, в принципе, я еще больше ничего не сказала. Ну как? Да. Еще не успели, да? Да. Простите, что мы вас перебили. Сабхи ко мера намасте, сабхи ко сваст ачарахе. Я говорю о том, что я желаю вам огромного счастья. Фир Мильненге. Обязательно встретимся. Однозначно. Вот, кстати, по поводу встретимся. Кто этот человек, да?
Кто ходит на ваши концерты, кто вас слушает? Ой, вы знаете, когда я начинала свою творческую карьеру в Беларуси и пела индийские песни, я думала, боже мой, как меня здесь примут, боже мой, что же будет? Я Да. выходила в индийском наряде, я твердо стояла на сцене и говорила себе, Света, все будет хорошо, просто пой, пой душой. Дело в том, что я аранжировки адаптирую под наше европейское пространство, поэтому наши белорусские слушатели воспринимают песни очень хорошо. И, естественно, это тоже меня мотивирует на дальнейшие подвиги в творческом плане. Поэтому и белорусы, кстати, не так давно мне прислали кнопку, серебряную кнопку от YouTube, так как у меня более 100 тысяч подписчиков. Здорово. И из них, конечно, большая часть все-таки индийцы. Ну что, Светлана, спасибо вам огромное. Мы желаем, чтобы получили не только серебряную и золотую кнопку, Спасибо чтобы большое. ваше творчество развивалось. И, конечно, спасибо вам, что вы являетесь таким культурным мостиком между двумя прекрасными странами, такими как Индия и Беларусь. И вам огромное спасибо за приятную беседу. Ну, я напомню, что у нас в гостях была певица Светлана Агарвал. И сейчас вашему вниманию видео о короле индийского диска Джимми Бабу.